Молодой бренд Onva, созданный компанией NIO в мае 2024 года, стремительно заявляет о себе на массовом рынке. Первая успешная модель марки, кроссовер L60, показал неплохой старт, как для новичка. С сентября 2024 по май 2025 в Китае было продано 46 223 экземпляра. Теперь Onva делает следующий шаг. 10 июля стартовали предзаказы на вторую модель бренда – крупный электрокроссовер L90. Это уже автомобиль другого масштаба. Шестиместный полноразмерный кроссовер с премиальной отделкой, современными технологиями и выбором между задним или полным приводом. Предварительная цена на L90 в Китае начинается от $39 тысяч. Но есть интересная альтернатива, если выбрать фирменную программу аренды батарей за $125 в месяц, то стоимость автомобиля снижается до 27 тысяч. Такой подход – уже фирменный стиль NIO и Onva. Выглядит заманчиво, особенно если учесть, что аккумулятор – одна из самых дорогих частей электрокара на сегодня. Начнем с того, что китайские бренды продолжают удивлять и доказывать, что безопасность и качество их кузовов – не просто слова на бумаге, а реальные результаты в самых жестких тестах. На этот раз они вышли за рамки привычного и показали столкновение грузовика со скоростью 50 км в час и стоящего кроссовера. Классическая ситуация на светофоре. Только с неожиданным поворотом. Кроссовер попал не под легковушку, а под тяжелый грузовик. И это еще не все. В другом тесте грузовик на полной скорости врезается в автомобиль, буквально выбрасывая его в кювет. Казалось бы, что тут уж точно кузов не выдержит. Но нет, безопасность кроссовера сработала отлично. Окна и двери открылись без проблем, что важно для быстрого выхода и помощи после аварии. Так что китайские автопроизводители показывают, их машины могут не только красиво выглядеть, но и выдерживать серьезные испытания, даже если попадаешь в эпизод из экшн-фильма на дороге. Если коротко про дизайн Onva L90, он выполнен в едином стиле с младшим кроссовером L60, что придает модели цельный и современный облик. Передняя часть получила выразительную оптику, двухэтажные фары и выдвижные дверные ручки, которые не только эффектно смотрятся, но и помогают улучшить аэродинамику, доведя коэффициент до 0,25. Показатель совсем неплохой для большого кроссовера. Задние фонари сделали в виде изящных раздельных изогнутых плашек. Как и у L60, над лобовым стеклом расположены две камеры в отдельных корпусах. Небольшой намек на продвинутые технологии. В целом в арсенале L 90,30 высокоточных датчиков, включая 7 камер с высоким разрешением и продвинутый 4D радар миллиметрового диапазона. Кроме того, модель радует мелочами, которые делают жизнь удобнее. Боковые подножки с электроприводом. Двери с доводчиками и бесшумные шины, 20-дюймовые у заднеприводной версии и 21-дюймовые у полноприводной. L90 – это трехрядный кроссовер с такими габаритами. Длина 5145 мм, ширина почти 2 метра, а колесная база 3110 мм. Но несмотря на свои габариты, он легкий, полная масса всего 2250 килограммов. Бренд с гордостью называет его самым легким полноразмерным трехрядным кроссовером в своем классе. Из интересного, у L90 пневмоподвеска, ход которой составляет 10 см. Она в реальном времени считывает дорогу и подстраивается под ситуацию. Плавность хода плюс минимальное кивание при торможении. Дополняют картину 4 гидравлические втулки в подвеске, спереди и сзади, для еще большей стабильности и тишины в салоне. Объем основного багажника новинки составляет 430 литров, вполне достаточно для повседневных нужд. Если сложить третий ряд сидений, получаем уже 1214 литров полезного пространства. Но интереснее всего передний отсек. Здесь спрятано еще 240 литров полезного объема, причем с электроприводом. Чтобы его открыть, не нужно нажимать кнопки, достаточно дважды постучать по крышке. Открытый передний багажник можно использовать как сиденье. В компании утверждают, что там с комфортом разместятся двое. Для кемпинга, пикника или просто посидеть с видом, почему бы и нет. Похожее решение мы видели на американском кроссовере Lucid Gravity.
Новый электрический кроссовер построен на современной платформе NT3.0 от NIO и оснащен 900-вольтовой электросистемой, которая, как говорит производитель, снижает вес электропроводки автомобиля на 50%. Покупателю предлагают выбор между заднеприводной и полноприводной версиями. В первом варианте установлен один электромотор на задней оси, весит он 79 килограммов, но при этом развивает 462 силы. С места до 100 км в час такой кроссовер разгоняется за 5,9 секунды. Если же хочется динамики побольше и устойчивости на любом покрытии, стоит обратить внимание на полноприводный вариант. Здесь добавлен передний электродвигатель мощностью 136 сил, и суммарная отдача системы достигает 598 лошадей. Разгон до сотни сокращается до 4,7 секунды. Вне зависимости от конфигурации максимальная скорость ограничена 200 км в час. Обе модификации кроссовера получили батарею нового поколения от Kettle весом 440 кг и емкостью 85 кВт-часа. Аккумуляторы в этих машинах отличаются по составу. Заднеприводные модели используют литий-железо-фосфатные батареи, а вот у полноприводных стоят никель-кобальт-марганцевый аккумулятор. По заявлению производителя, в версии с передним приводом автомобиль потребляет около 14,5 кВт-часа на 100 км, а в полноприводной – примерно 16. Это позволяет обеспечить запас хода в диапазоне от 570 до 605 км. В салоне этого трехрядного кроссовера все сделано с вниманием к деталям и качеству. Мягкая обивка занимает значительную часть пространства, а сиденья обтянуты дорогой кожей Напа. Ощущается сразу, что сидеть здесь комфортно и приятно. Потолок отделан микрофибровым бархатом, что добавляет уют и стиль, а деревянные панели добавляют интерьеру нотку элегантности и уюта. Цветовые решения на выбор – светлый, темный и бежевые. Внутри минималистичная передняя панель без лишних деталей, а центр управления – большой 17-дюймовый мультимедийный планшет с разрешением 3К. Традиционной приборной панели здесь нет. Ее заменил огромный 35-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью. На центральном тоннеле удобно расположились две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и пара подстаканников. Каждое кресло в шестиместной версии автомобиля оборудовано электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Для двух передних рядов добавлен еще и массаж. Для напитков и перекусов предусмотрен охлаждаемый и обогреваемый бокс почти на 9 литров. Аудиосистема Onvo Premium с 23 динамиками и мощностью 2048 Вт уже в базовой комплектации подарит звук, который не просто слушаешь, его чувствуешь. И не забываем про панорамную крышу, свет и просторы сверху, которые тоже идут в базе. Предварительная стартовая цена NIO Onvo L90 – $39 тысяч. Но есть интересный вариант. Если взять в аренду батарею, цена сразу снижается до 27 тысяч. Компания NIO уже построила по всему Китаю 3400 станций замены аккумуляторов, из которых более 1000 высокоскоростные. Это значит, что батарею не нужно ждать и заряжать часами. Подъехал, поменял за 3 минуты и поехал дальше. Все это по подписке всего за $125 в месяц. По нашему мнению, это реально удобный и практичный подход для тех, кто ценит время и комфорт. А вы как думаете, стоит ли такой вариант своих денег? Onvo – молодой, но амбициозный бренд, который уверенно идет вперед. L90 – серьезный игрок в сегменте премиальных полноразмерных кроссоверов с технологичным наполнением и удобными решениями, делающими жизнь проще и комфортнее. Программа аренды батарей и развитая сеть станций замены в Китае, свежий взгляд на электромобильность, который избавляет от долгих зарядок и позволяет сосредоточиться на поездках. Если такой подход выйдет на зарубежные рынки, это точно привлечет еще больше клиентов. L90 – отличный пример того, как современный электрокроссовер объединяет безопасность, стиль, комфорт и инновации. Осталось только понять, готовы ли вы к такому новому опыту на дорогах.
Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.